Украина и Россия сравнялись по производству дронов. Фермеры штурмуют правительственный квартал ЕС, а в Украине будет больше служить иностранных добровольцев. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Навального должны были поменять перед самой смертью на ФСБшного киллера, который сидит в Германии. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит. Фермеры угрожают заблокировать границу с Литвой. Сегодня мы снова собрались в Брюсселе как фермеры, потому что Европейский Союз не прислушивается к нашим требованиям. Мы требуем справедливых доходов. Мы не зарабатываем на жизнь своим трудом. Венгрия одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Различия во взглядах сохранятся, потому что шведы и венгры не похожи друг на друга. Но мы смотрим на наши разногласия с пониманием. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы, это очень важно. Поехали. Украина догнала РФ в изготовлении дронов, подобных «Шахедам». Об этом говорит министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Киевские дроны «Камикадзе» похожи на иранские, говорит министр. Они подобны по количеству взрывчатки, которую они несут, и по дальности действия, и по другим техническим параметрам. В производстве других беспилотников украинская промышленность тоже добивается успеха, говорит министр. Все, что взрывается на территории РФ, все наше, подтверждает он. Производство оружия западными странами должно превышать военные расходы России, иначе Запад может подвергнуться нападению со стороны РФ. Об этом говорит Дональд Туск, премьер-министр Польши, вместе со своим коллегой из Канады. И они пришли к выводу, что Запад должен тратить больше средств на оборону. Мы должны в ближайшие годы, но уже в ближайшие месяцы получить обороноспособность, в том числе в части производства боеприпасов и всех видов оружия, которое будет превосходить российские возможности. В противном случае Запад станет следующей жертвой российской агрессии. Он не сможет помочь ни Украине, ни себе. Нет никаких причин для таких богатых стран, как западные, как члены НАТО. Вместе они не смогли построить обороноспособность, которая превзойдет российские возможности. После выступления Трюдо становится понятно, что Канада тоже готовится и к сопротивлению России, и к Трампу, который говорит, что когда будет президентом, США не будут помогать странам, которые не выделяют достаточно средств на оборону. Канада давно привержена НАТО. Мы принимали участие во всех операциях НАТО, которые когда-либо проводились. В большинстве из них на руководящих и командных должностях. Мы остаемся на 7-м месте по расходам на оборону в НАТО из 31 страны, входящей в НАТО, с тех пор, как мы вступили в должность в 2015 году и взяли на себя обязательство увеличить наши расходы на оборону на 70%. Мы знаем, что нам еще много предстоит сделать, и мы это делаем. Мы закупаем 88 новых истребителей F-35. Мы инвестируем в модернизацию, потому что мы признаем, что канадская Арктика — это новый фронт для НАТО в обеспечении безопасности нашей демократии, и мы будем продолжать действовать. Навального незадолго до смерти должны были обменять на офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине. Вместе с оппозиционером должны были отдать еще 2 американских граждан. Об этом говорит Мария Певчих, соратница политика. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на 2 американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит. Накануне официальной смерти 15 февраля Мария Певчих заявляет, что получила информацию о том, что переговоры находятся на финальной стадии, и на следующий день Навального убивают.
В Брюсселе фермеры жгут покрышки и сено в квартале, в котором находятся учреждения Евросоюза. Они рассыпают на улицах зерно и вывешивают плакаты на тракторы. Полиция вынуждена применять слезоточивый газ, чтобы предотвратить попытки протестующих прорваться навстречу глав министерств сельского хозяйства стран ЕС. Сегодня мы снова собрались в Брюсселе как фермеры, потому что Европейский Союз не прислушивается к нашим требованиям. Мы требуем справедливых доходов. Мы не зарабатываем на жизнь своим трудом. Мы производим продукты питания и не зарабатываем на жизнь. Почему так? Из-за соглашений о свободной торговле, из-за дерегулирования, потому что цены ниже себестоимости. Поэтому мы требуем от ЕС действовать в этом направлении, прекратить соглашение о свободной торговле и установить минимальные цены поддержки, которые покрывают наши производственные затраты и позволяют нам иметь достойный доход. Представители ЕС вроде как даже начинают выходить на встречу с фермерами, поговорить, когда все понемногу улеглось. Очень важная встреча с группой фермеров-демонстрантов в Брюсселе на полях Агрифиш. Пока я являюсь комиссаром по сельскому хозяйству, я буду продолжать слушать вас, взаимодействовать с вами и поддерживать вас, чтобы гарантировать, что у вас и ваших семей будет будущее в сельском хозяйстве. В ЕС должны представить более амбициозный план решения вопроса с фермерами, так считает вице-премьер-министр Бельгии Давид Кларенваль. Союз принял исключительные меры, чтобы помочь Украине продолжить экспорт зерна. И мы продолжаем оказывать помощь до тех пор, пока это необходимо. Но важно найти более эффективное решение, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция могла попасть на свои традиционные рынки за пределами Союза. В настоящее время Россия использует эти рычаги для дестабилизации Украины, а также для дестабилизации Европы. ЕС и НАТО планируют отправить своих солдат в Украину. Во всяком случае, так считает премьер-министр Словакии. Об этом он говорит совершенно серьезно и заявляет, что не будет отправлять своих солдат. Есть договоренность между партнерами по коалиции, и мы оценивали в Совете Безопасности, что Словакия не будет предлагать возможность сотрудничества, чтобы наши солдаты отправились в Украину. Ни один солдат из Словакии не поедет в Украину. Я не буду сейчас делать никаких других политических заявлений. Сегодня мы договорились, что никогда не будем вносить предложение об отправке словацких солдат в Украину. Шокирует, что в тезисах лидеров Европейского Союза и НАТО слово «мир» не употребляется ни разу. Только война, война и война. Вы знаете мое мнение по этому поводу. Я не могу отождествлять себя с такой политикой, потому что военного решения нет. Проблема не может быть решена военным путем, говорит словацкий премьер-министр. А президент Чехии разрешил чешским солдатам воевать в Украине. Правда, только 200 человек. Петр Павел говорит, что из 76 заявок отклонил 56 на основании рекомендаций Министерства обороны и внутренних дел. А вот украинский министр внутренних дел говорит, что теперь иностранные добровольцы могут получить украинское гражданство. Венгрия ратифицировала заявку Швеции о вступлении в НАТО. Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убеждал в том, что Венгрия совсем не против вступления скандинавской страны в НАТО. Голосование в венгерском парламенте – последнее препятствие перед историческим шагом Швеции, и оно было преодолено. Но сколько было перед этим политических игр? НАТО — это оборонный союз. Мы заключаем союзы, чтобы защищать друг друга в случае нападения извне. Нет более серьезного обязательства. У нас долгие отношения со скандинавской страной, окрашенные несколькими спорами. Многие пытались вмешаться в решение наших споров извне. Только это не помогало, а мешало делу. Венгрия — суверенная страна и не терпит, чтобы другие диктовали ей, будь то сдерживание соглашений или его сроки. Различия во взглядах сохранятся, потому что шведы и Венгрии не похожи друг на друга. Но мы смотрим на наши разногласия с пониманием, потому что так ведут себя серьезные государства. Таким образом, Швеция стала 32-й страной НАТО. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, важна любая ваша реакция. И в конце концов это займет буквально несколько секунд. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.